Здравствуйте, дорогие друзья. Мария, добрый вечерок. Доктор, добрейший. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мария мной недовольна, прям чувствую. Не-не-не, я вами довольна, очень даже. Алло, Михаил. Да, здрасте. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Алексей, город Саров. У меня ситуация сложилась следующая. После 10 лет брака, нам пришлось развестись. За это время нажили 2 детей. Девочка 9 лет и мальчик 2 года. Разошлись из-за того, что были разные взгляды на воспитание. И сейчас из моих детей, точнее из дочери, младший еще ладно, он не понимает, из дочери растят просто не в растеничку. Занимается этим теща, тетушка и жена, все, женский коллектив. К мужчинам у них по родословной отношение негативное. И вот как мне быть с ребенком, чтобы ребенок не был неврастенником? Из него делают отличника, каждый день уроки, уже там 2 класс, уже репетиторы там по несколько штук. В общем, такая происходит. Вот такие. Смотрите, давайте по порядку. Так как ребенок воспитывается у мамы, а также у вашей бывшей тещи, да? Да. И других родственников, то они, ведут себя так, как считают нужным. У вас, Правильно. видимо, не настолько близкие отношения с бывшей женой и родственниками, чтобы это обсуждать вместе. Я правильно понимаю? Да. То есть вряд ли вы сможете, как мне сейчас позвонили, все это обсудить. Они не будут, да, слушать? Нет, не будут. Это уже скандал, это дальше 3 слов дело не зайдет, в общем. Тогда вы просто возьмите на себя то, что вы можете взять. Вы с детьми общаетесь там раз в неделю, 2 раза в неделю? Общаюсь раз в неделю, да, но сейчас период такой, вот это 2 месяца прошло, у меня работа, жилья нету, все этот круговерть идет, и вот времени не хватает. Но не хочу терять вот этот момент, потому что дочь, я уже чувствую, она отдаляется по разговорам по телефону. Вот уже такая происходит. Слушайте, я, конечно, прошу прощения. Она становится замкнутой. Да, только у вас времени не хватает, а не у дочери. Вы за них переживаете, а когда доходит до дела, то жилья нету, общаться некогда. Вы решите это? Нет, ситуация не в этом. Я вижусь раз в неделю, да, но... Вы сказали, что 2 месяца не виделись. По телефону я общаюсь каждый день. И постоянно слышу такое, я учу литературу, я делаю математику, мне некогда. И, в общем, вот это все. И уходит от разговоров. Нет, я думаю, что если вы хотите хоть как-то на это повлиять, то когда вы будете общаться с детьми полноценно, а не по телефону, то у вас в доме все будет по-другому. Я вам скажу, у меня, была мама, и была ее сестра, родная тетя. Тетя жила одна, она была не замужем. А у мамы было на шее, то есть все вместе был человек 6. То есть я, брат, отец и 2 бабки еще. И мама, которая еще и работала, она еще всю семью готовила, обстирывала, убирала квартиру, и так каждый день без конца. И она, когда готовила, в доме 6 человек, а я все время пытался взять 2-ю, 3-ю котлету, и она говорила, так обратно положил, я не собираюсь сейчас по новой начать готовить. И когда я приезжал к тете, в мой любимый город Кенигсберг, там сразу стояло 20 котлет, 5-литровые кастрюли с морсом, жри сколько хочешь, пей сколько хочешь, гуляй, вообще никто слова не говорил. Я помню, я в лагере был, моим любимым «Малые паруса», ДКБФ. Мария, знаешь, что это ДКБФ? Теперь я поняла, почему вы любите Кёнигсберг, потому что там котлеты и морс. Да, я там жил, я даже в школе учился. ДКБФ — это дважды краснознаменный Балтийский флот. Вот. И тетя меня приезжала навещать в лагерь и говорила, ты вообще моешься? Я прям при ней вставал в кедах в лужу, говорил, только что помылся. И тетя даже смеялась, и даже голос не повышала. А дома за это бы по жопе дали просто. Иди, помойся. Вот. И я запомнил на всю жизнь, что бывает такая жизнь, бывает такая жизнь. Здесь 2-ю котлету положи, хотя мама тоже, я могу понять, она же не для того детей рожала, чтобы потом их котлетами кормить на убой до ночи. А у тети было больше свободного времени, она себе могла позволить. И я запомнил, что можно так жить, а можно так жить. И свободы были совершенно разные. Тетя вообще ничего не запрещала. Вот. Короче говоря, это вы можете у ребенка оставить след своим личным примером.
то для этого надо не по телефону общаться каждый день, а вживую. От Андрея вопрос. Как Да. подготовить себя к рождению ребенка, если никогда его особенно не ждал? Что значит не ждал? Если вы не хотите ребенка, у меня тогда вопрос, а зачем вот тут женщина спрашивала, зачем вообще рожать-то? Я не могу на этот вопрос ответить. Если вы ребенка хотите, то вы подготовитесь как угодно. Есть курсы для родителей, есть курсы, кстати, для родовспоможения, какие хотите. А если вы ребенка не хотите, но почему-то решили, что его надо рожать, я даже не знаю, что на это сказать. Добрый вечер. Добрый вечер, на это надо сказать. Ну, насколько я понимаю, здесь уже ничего не поделаешь, и надо как-то подготовиться. Или, может быть, еще можно что-то поделать. Да полно но этих курсов Андрей есть. не сказал об этом. Хорошо. Вы же сказали кому-то добрый вечер. Кто этот человек? Другая линия. Добрый Алло, вечер. алло, добрый вечер. Здрасте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Да, У Татьяна, меня пожалуйста. такой вопрос. Я встречаюсь сейчас с вдовцом. С кем? Горе в его семье произошло где-то 9 месяцев назад. У него сейчас 2 детей. У меня сын от первого брака. Так. Так вот, у меня вопрос. Да, у нас серьезные отношения, настроенные на дальнейшие серьезные отношения. С какими трудностями я могу столкнуться и как мне поступать? Вы можете столкнуться с ревностью со стороны детей. Угу. Но я скажу, что я часто говорю, ничто так не обвиняет детей, как общее наказание. Угу. И если их не будут разделять, а всем скажут, там, рот заткнулись, рот закрыли свой, и сейчас все тут будут наказаны, если вы еще раз рот откроете, они сразу дружить начнут против вас. Угу. Угу. Вот. Ну, это, может быть, как и шутку воспринимать, но, в принципе, бывают такие проблемы. Да, Мария? Простенький вопрос для продолжения от родителей. Подросток, парень, 14 лет, хочет красить волосы и ногти, подражая аниме. Мы против, а может быть, зря? Может быть, зря. Мой ответ. Все? Все. Поехали дальше. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Анна, я из города Тверь. Вопрос у меня следующий. Моему младшему сыну 12 лет, он учится в 6 классе. И у нас уже 2-й год длится конфликт с учительницей по истории, потому что история началась в 5 классе. Угу. И ребенок сразу же, чуть ли не там с октября месяца, стал жаловаться, что уроки очень скучные, учительница ведет неинтересно. Вот. А учительница, в свою очередь, начала жаловаться, писать нам письма про то, что он на ее уроках плохо ведет себя. Что значит плохо себя ведет? Поворачивается к соседу за следующей партой, чуть ли не спиной к ней разворачивается, разговаривает чуть ли не в голос, веселится, как она все время говорит, что ему очень весело. Вот. Мы разговаривали с ним неоднократно, при том, что по другим предметам и вообще как бы раньше никогда претензий к поведению не было. Он, в принципе, парень такой, достаточно адекватный. Вот. И мы, честно говоря, с мужем не знаем, что нам делать. Конфликт не то, что не уменьшился, а наоборот, в 6 классе это все стало хуже. Арсений жалуется, что ничего он не может поделать с собой, потому что ему ужасно скучно, и скучно всем ребятам практически на ее уроках. Угу. Поэтому все разговаривают. А вопрос-то в чем? Что нам в этой ситуации делать? Ругать его, В этой наказывать. ситуации вам надо С ним сказать на учителю. уроке сидеть, на истории, смотреть, как он ведет себя. Вот что делать? Вам надо сказать учительнице, что мы примем меры и ничего не делать. Гениальный план, я считаю, для всех. Поехали дальше. Добрый вечер. Вера из Индии. Это нормально не любить чужих детей? Я не могу сюсюкать, нахваливать других детей, но при этом я чувствую неодобрение от окружающих. Ну, как сказать, нормально, ненормально, вы не обязаны никого специально любить. Поэтому
Ну, нормально, да, это считать. Почему вы должны их любить? Что, Мария? Мария раньше руками что-то показывала, теперь головой. Ждать, что да, что-то будет, звоночек там. Будет. Давайте-ка прочитаю еще одно сообщение. Здесь было сейчас. Алена, 35 лет, Новосибирск. Мое детство было кромешным адом. Большинство, что показывали в ЧП по телевизору, я видела своими глазами. И теперь я не хочу рожать детей, причем принципиально в этот ад не хочу их рожать. По вашим передачам я поняла, что все-таки нормальная жизнь бывает. Поэтому вопрос, как эту нормальную жизнь разувидеть, чтобы все-таки понимать, что ребенок приходит в этот мир, и там не всегда ад. Ну, во-первых, как я понимаю, люди рожают детей для себя, а не для детей, которых они рожают. Это первое. Есть движение child free, свободное от детей, где люди, как примерно так же рассуждая, не заводят детей, считая, что жизнь — это ад, что кислорода и питьевой воды на всех не хватит, поэтому не надо их рожать. Но на самом деле реальные причины движения child free и нежелание рожать детей не ад и не страх за жизнь ребенка, а собственное плохое детство. Неприятные воспоминания про свое детство, и отсюда, ну, это считается дети, которые росли в неблагополучной семье, настолько в неблагополучной и таким образом неблагополучной, что они не хотят иметь детей, потому что у них неприятные воспоминания про детство вообще. Вот что я по этому поводу могу сказать, к сожалению. Добрый вечер. Здрасте. Добрый вечер. Меня зовут Инна, и мы только сегодня говорим о, если не хотите рожать, то не рожайте, или не всем нужно рожать. Я вот хотела поинтересоваться, Михаил, как думаете, а в будущем могут ли притягивать родителей за воспитание уже совершеннолетних детей, если они там, например, вырастили социопата, и он кого-то убил? То есть не судить только ребенка уже взрослого, а еще и перетягивать родителей, потому что они такого воспитали. Вы знаете, тут надо ребенку, если вы хотите наказать родителей, успеть сделать преступление до совершеннолетия. Нет, я просто юрист, и в будущем рассматриваю и думаю, руки чешутся, если защищать клиентов разных, и действительно бывают случаи, что такое воспитание, и у ребенка уже не было выбора. Если вы юрист, то вы понимаете, что родители несут ответственность до совершеннолетия ребенка, и то у детей наступает в 14 лет, как это забыл, называется, частичное... Совершеннолетие какое-нибудь? Нет. Частичный, господи. Ответственность уголовная. Ну, понятно, да, но есть термин юридический. Частичное, взросление, не помню, как это называется, есть такое слово, где ребенок сам отвечает за ряд преступлений. Поэтому достаточно того, что родители несут ответственность в несовершеннолетний период. Ну, наверное, когда речь идет о взрослых людях, они уже сами за себя отвечают, и не только по уголовному, но и по ГК РФ. Дееспособность, подсказывает нам Федор. Не-не-не-не. По-другому называется, но забыл. Неважно. Вот насчет около совершеннолетия. Александра, 37 лет, город Москва. Добрый вечер, Михаилу. Дочери 17 лет. Она хочет поехать с другом из ее класса в Питер. У них роман. На 8 марта. Я, как отец, не хочу отпускать, потому что переживаю. Что делать? Ой, сейчас расскажу. Во-первых, отпустить. Во-вторых, когда мне было 17,5 лет, у меня была девушка, Элла, с которой я благополучно спал на голове ее родителей, когда спали родители в ее квартире. Но родители то ли не слышали, или хорошо спали, то ли делали вид. И как-то летом Элла захотела поехать со мной куда-то отдохнуть. На что ее папа сказал: «Элла, это неприлично. Вы не можете поехать с Михаилом вдвоем». Элла говорит: «Да что же нам делать? А вы кого-нибудь еще возьмите», — сказал Эллин папа, «и тогда я вам разрешаю поехать». И мы взяли Веру Крылову и поехали втроем. Папа то ли недолюбливал меня, короче, он купил путевки. Это Западная Украина, водопад Еремча. Есть такое место в Карпатах. Ну, Карпаты, да. Шикарное место. Дело не в этом. Когда я открыл дверь в этот дом отдыха прекрасный, на меня посмотрела
я сейчас не преувеличиваю ни разу, 300. Нет, 600. 300 человек, у каждого по 2 глаза, значит, 600 голодных мужских глаз. Это была сборная, олимпийская сборная СССР по разным видам спорта, от легкой до тяжелой атлетики. Ну, там, это была база олимпийская. И дальше 2 недели я чуть не посидел. Разговор был такой: брат, ну одна твоя баба, а вторая? Я говорю, вторая моя сестра, ты валяй отсюда, скотина. И так 2 недели подряд я бегал от разных сборных СССР по олимпийским видам спорта, но уберег девчонок обеих, да. Никогда не забуду, это было 100 лет назад, как вчера. Вот так папа этой девушки решил эту проблему. Но я советую вам не грузить ребенка, пусть они едут отдыхать. Так как, скорее всего, они уже и так спят, какая разница? Короче, примите как факт. Они же совершеннолетние уже, практически в этом смысле. Наталья, Москва. Сыну 13 лет, начисто отсутствует мотивация. Прошу прощения, перебью. Вот Геннадий красавчик. Частичная эмансипация это называется. Когда несовершеннолетний ребенок за что-то отвечает, называется частичная. Геннадий, спасибо большое. Да, тут много красавчиков, чтобы никому не было обидно, я скажу, на WhatsApp тоже есть. 13 лет ребенок, начисто отсутствует мотивация, не видит необходимости учиться по своим возможностям, твердит мне, что оценки ничего не значат, играет в компьютер по 12 часов, учится на домашнем обучении, делает все уроки за 20 минут и все на отвали. Ничего не интересно, 8 класс, как донести до сына, что учиться необходимо. Сын, кстати, одарен математически и так далее. Никак не доводить до сына, что учиться необходимо, потому что учиться бессмысленно, если человек учиться не хочет. Это первое. Но здесь есть одна проблема, о которой вы не спрашиваете. Но я вынужден о ней сам сказать. Никаких 12 часов быть не может. Максимум 2 часа в будние дни и 4 часа в выходные, я имею в виду компьютер. Иначе ребенок будет просто... Мы все про одни наркотики, а есть вот этот наркотик, еще не забывайте. Он подсядет на компьютер и станет лудоманом. Это игрозависимым. Для того, чтобы до греха не доводить, я вам советую ограничить очень жестко пребывание его в компьютере. Если вам кажется 2 часа мало, ну 3 часа. А вообще я обычно даю рекомендацию 2 часа в будние дни и 4 часа в выходные. Вот это сделать надо. А учиться, мотивировать, объяснять о пользе образования не надо никакого. Кстати, заодно могу сказать, что я еще против того, чтобы с ребенком уроки делать, и тем более их проверять. Вот, поэтому как-то вы эту проблему оставьте ребенку, в конце концов, это его жизнь, пусть учится как хочет. К вам это не имеет уже никакого отношения. Это что выросло, то выросло. А почему в 13 лет, тоже интересно. Но обычно в этом возрасте девочки начинают скатываться, потому что у них там первые месячные начинаются и так далее. Но, видимо, у вас развитый парень, поэтому он тоже решил рано начать. Значит, когда я работал в школах разных города Москвы, то я помню статистику, вот среди ночи разбуди, я их всегда помню. Итак, внимание, начальная школа по городу Москве, успеваемость 50%, это означает, что 50% класса учатся на 4 и 5, а 50% на 4 и 3. Ну, а 2 обычно в начальной школе никто не учится. А вот в начальной школе, в средней, школе успеваемость составляет 11%. Вы сейчас не ослышались. То есть, говоря по-русски, 89% детей в средней школе вообще не знают, чем они там занимаются. Потому что 3 это не среднее понимание предмета, это не понимание. А 2 это полное непонимание предмета. Почему так происходит? Потому что если учеба, как говорят детские психологи, является ведущей деятельностью в начальной школе и в старших группах детского сада, то уже ближе к 13, 12, 13, 14 годам учеба, как правило, перестает быть ведущей деятельностью, уходит на второй план, и на первый план выходят мальчики, девочки, грудь, прыщи, рост, плечи, и вот все, что вам совершенно скучно, а для детей это вопрос жизни и смерти. А есть у тебя кто-то, нет у тебя кого-то, любит ты или ты лузер, вот это все становится самым главным в жизни. И в это время приходит мать и говорит: слушай, а как же учеба? Хочешь сказать, как? Сядь да покак. Пошли дальше. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здрасте. Сыну 11 лет, 11,5.
Очень часто ведет себя так, что вот говорит что-то, обещает, мы договариваемся о чем-то, Мгм. а потом говорит, что нет, я этого не говорил. Я не понимаю, как себя вести в этой ситуации. И он как бы Записывать, разворачивается. записывать, конечно, да, а потом предъявлять. И при том я вам советую, если вас это раздражает, это вас, я чувствую, раздражает, сказать: сынок, давай договоримся так. Если ты не делаешь и как-то потом рассказываешь, что этого не было, давай подумаем, какое наказание ты сам себе хочешь. Понимаете, в чем дело? Вот эта методика, которую я предлагаю, что она несет в себе? Она несет в себе ответственность ребенка и понимание причинно-следственных связей. Вот когда вы ребенка просто тупо наказываете, то он пытается избежать наказания, начинает врать, юлить, придумывать какие-то истории и так далее. Вот. Когда вы ребенком имеете с ним нормальные доверительные отношения, вы говорите, например, как я, например, сразу хочу всю тему со школы закрыть просто одним абзацем. Сынок, дочка, если школа нас не трогает, ты живешь, как тебе нравится. Мы считаем, что у нас все в порядке. Но если школа нас вызывает и говорит, что у нас есть проблемы, то тут же у тебя начинаются проблемы. Потому что мы с отцом идем в школу, а куда ты идешь, мы с отцом тоже решим. Ты не делаешь нам проблемы, мы не делаем тебе проблемы. Ты нам делаешь проблемы через школу, мы тебе создаем тоже райскую жизнь. Пожалуйста, не надо проверять после этого ни тетради, ни дневники. Первый вызов в школе, вы выслушиваете, что он нифига не делает, у него тут же начинается проблема одна за другой. Он должен, видимо, отчитываться начать, у него, видимо, забирают гаджеты и так далее. Это вы сами решите. Но ребенок в таком случае может выбирать, чем ему пойти погулять или все-таки сделать уроки. Он знает последствия. А когда вы орете, наказываете. Слушайте, даже в странах, где введена смертная казнь, как известно, количество преступлений не уменьшилось все равно. Люди все время пытаются обмануть эту историю. А когда они сами отвечают, у себя они не пытаются обмануть. Вот в этом разница. Александр пишет: моя 10-летняя дочь заявила, что ей нравятся девочки больше, чем мальчики. В телеграм-канале я обнаружил у нее подписки на ЛГБТ-сообщество. Мы с женой предполагаем, что это влияние одной одноклассницы. Как нам быть в этом случае? Подождать. Потому что в этом возрасте дети еще... Сейчас будет очень длинное слово, я боюсь, что я его не выговорю. Себя еще не идентифицируют по гендерному признаку. Поэтому подождите, может быть, ничем это и не закончится. А может и закончится. Михаил, сына моего знакомого, 13 лет, ходит с друзьями, попрошайничает. Отец работает по сменам, следить некому, мать давно умерла. Что можно здесь предпринять? Еще раз сначала, будьте добры. Сын моего знакомого, Так. которому 13 лет, он с друзьями ходит и попрошайничает. Угу. Отец занят, работает, не следит за ребенком, мать умерла. Что можно предпринять? Ничего, у нее отец есть. Вот тут пишут, ребенок не хочет ходить в детский сад, и даже в частный отдали, тоже не хочет. Истерики. Не надо водить ребенка в детский сад. Есть дети, которые ни при каких раскладах не хотят ни в лагерь пионерский, ни в детский сад, и не надо их мучить. Няню возьмите, пусть дома сидит. Добрый вечер, алло. Здрасте. Добрый вечер. Пожалуйста. Минуточка у вас. Меня зовут Александр. Я ваш поклонник, постоянно слушаю вашу передачу. Хочу спросить про ребенка. Спасибо. Младшая дочь, 17 лет, 11 класс. Есть такая проблема. Она пытается очень поздно, до поздна делать уроки, соответственно, не высыпается. И вот это как замкнутый круг. То есть она приходит потом из школы, и сил нет, она там не может заниматься нормально. Вопрос в чем? Вопрос в чем, как эту ситуацию побороть? Очень просто. Вы не трогаете учебу вообще, вы говорите, что как родители вы за нее отвечаете, а спать она должна, начиная от 8 часов и не минуты меньше. 8-9 часов в ее возрасте. Поэтому ровно 8 часов, когда до школы, гасится свет и все забирается. Истерики, крики, неважно. Вот так. Здрасте. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер, Михаил. Меня Павел зовут. Вопрос про ребенка. 14 лет, дочка.
заметили неадекватное поведение, расширенные зрачки, взяли тест на наркотики. Вот, ну, естественно, забрали сотовый, там скандал, наказали, лишили всех там карманных денег, не выходит гулять. Как посоветуете дальше быть? Куда-то обращаться в организации или постоянно контролировать вот это вот? Смотрите, какое дело. Да, дело вот какое. Как родитель, да, я бы поступил, скорее всего, наверное, как вы, потому что у меня бы крышу снесло, и все эти педагогические разговоры, это хорошо по радио сидеть и говорить, да? А когда это про твоего ребенка, то ты уже по-другому начинаешь относиться. Что дают запреты? Ничего они не дают, они усугубляют проблему. Я бы на вашем месте всех запретов оставил бы, ну, я не знаю, там, какой, еженедельный, да, анализ мочи. Ну, как вы хотите. Да. И все. Дальше с ребенком надо договариваться. Она сама, наверное, понимает, но если на нее не кричать и ее не наказывать, а просто разговаривать. Она понимает, что это плохо, или она говорит: папа, это хорошо, вы едите, типа, а я нюхаю, там, закидываюсь. Ну, нет, она, конечно, она понимает, что... да? Да. Она понимает. То есть тогда она должна, вы должны с ней договориться. Не то, что ее в явочном порядке наказать, а договориться, что если будет что-то и повторится, она сама добровольно запирает себя дома, отдает телефон и так дальше. Чтобы она сама отвечала за то, что она делает. Если коротко, то так. Но при этом оставить, конечно же, раз в неделю, там, или как вы хотите, раз в 2 недели анализ мочи. И еще вопрос. Вот в компании мы знаем эту компанию, сообщать родителям или вот не надо сообщать, кто был? Почему? Вы должны сообщить. Дело в том, что вы понимаете, в чем дело? Наши дети – это мелкое звено в огромном мировом бизнесе наркоторговли. Понимаете, какое дело? Да. То есть дети как бы, ну, заложники того, что какие-то взрослые дяди от России до Латинской Америки пытаются и Афганистана продать то, что они производят или закупают. Вот и все. Надо как-то противостоять этому. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как я рада, что дозвонилась. Михаил, Мари. Когда я была ребенком, мне было плохо. Все мне не нравилось в семье, у меня все было не так, ну, как бы ничего радостного, можно сказать, в детстве не было. Когда я выросла, все залечивала себе все эти травмы и так далее, и сейчас мне уже там 37 лет, и я с позиции взрослого, у меня все время какая-то такая идея навязчивая, знаете, запретить многим людям, ну, наверное, большинству, в моем понимании, рожать, потому что, на мой взгляд, это какие-то вот... половина сами незрелые, половина какие-то, ну, не знаю, дебилы, еще кто-то. Но они продолжают рожают кучу детей, из них опять взращивают каких-то, ну, коллег, и вот этот бесконечный круг, он никогда не завершается. Вот, то есть, вот, хочется сказать, есть ли у родителей, у которых подростки, доверительные отношения с ребенком, общение, что за климат в семье, куча всего. Когда маленькие дети, я просто даже как наблюдатель, да, я очень люблю детей, я росла в большой семье, там 4 ребенка и так далее, да, я сама хочу детей. Но когда я вижу, как большинство общаются с детьми, неважно, маленькие, когда подростки, это отдельная тема, когда взрослые, то есть объясните мне, я не могу понять, в чем прикол вот этого вот рождения. Вот как вы сказали, да, мухи отдельно, котлеты отдельно. Почему нельзя заниматься сексом, но не заводить, детей, если вы не знаете, что с ними делать? Вот почему не надо заканчивать школу, чтобы их рожать? Почему не надо контролировать этих ненормальных родителей, которые... То есть они создают среду, где в основном у подростков едет крыша, они пытаются уйти, спрятаться, как-то залечить свои идут в наркотики. А потом мы начинаем говорить: ой, а что мне с этим делать? Я сейчас накажу, запру ее, побью, отберу телефон, отберу деньги. А скажите, что мне еще делать? Зачем столько всего надо было делать? Давайте по порядку поговорим об этом. Конечно, вы правильно рассуждаете, что если бы у родителей были доверительные отношения с ребенком, то даже если бы ребенку кто-то что-то предложил, и даже если бы ребенок попробовал, то родители об этом узнали, потому что у них такие отношения. Вот тут я хочу обобщить эту историю и сказать вот что. Родители, у которых доверительные отношения, а это не пустые слова,
это предоставление огромной свободы, на которую многие родители вообще тупо не готовы. И из-за этого вот эти все запреты. Как бы есть другой способ решения вопросов, что, как знать, что с ребенком, какая у него компания, не занимается он в 13 лет сексом, не нюхает ли он в 12 лет наркотики и так далее. Вот для того, чтобы родители спали спокойно, они должны так воспитывать ребенка, настолько уважать его и его свободы, чтобы ребенок не боялся родителей, вообще ничего не боялся. Но с этим у нас большая проблема, потому что гораздо проще для родителей просто запретить. Закрыть квартиру на ключ, забрать всякие гаджеты и так далее. И родители имеют такую дурацкую иллюзию, что из-за того, что они так сделали, то они типа контролируют жизнь ребенка. Чушь полная. Рассказывают про свой опыт. Когда моей дочери было лет 13 примерно, как я понимаю, сейчас я уже не помню, она говорила: папа, я пошла в гости к Ане вечером, ну это часов 9. Папа, ты же не псих, ты же не будешь в 11 вечера будить Анину семью, у ней бабушка больная старая. Ты же не настолько неадекватный, чтобы звонить ночью, проверять, где я, и, в общем-то, мешать жизни целой семьи. Я думал, я действительно не такой же я псих. Конечно же. Вот, когда ребенку было лет 20, он сказал: пап, ну какая Аня нафиг? Конечно же, ночной клуб, дискотека и все дела. Вот. Это к вопросу о том, что вы, это самое, хочется сказать, это закатайте губы по поводу того, что вы что-то все знаете про детей. Никто этого не знает. Я только хотела сказать, что даже выстроив очень хорошие доверительные отношения, ну да. Подросток есть подросток. А если у вас... То есть... Нет, секундочку. Мари, если вы ребенку вместо другого подростка, то он будет всем делиться. То есть, когда... Что вы хотите сказать? Я ничего, пока ничего. Нет, пока просто рукой махнула. Да. Ну, помашите руками. Я вам пока помашу, а вы поговорите. Да. Помните, мы писали, наши пальчики устали. Улыбаемся и машем, Михаил. Да, короче говоря, если у вас это с рождения, это с самого начала, когда с ребенком говорят нормально, когда ребенка спрашивают, что он хочет, когда ребенку разрешает очень многие вещи, конечно же, контролируя, как бы издалека, близко не подходя, ребенку дают достаточное количество свободы, что вырастает в таком случае? Вырастает существо независимое, самодостаточное, ответственное, гораздо взрослее по своей психологии, чем другие дети его возраста. И вот, предположим, такой ребенок с такими отношениями в семье приходит в школу, где ему, там, его друзья его друзей, друзья друзей его друзей предлагают что-нибудь, это самое, у ребенка, во-первых, такое отношение, что он не знает, как к этому относиться. Почему? Он не пытается влезть в эту взрослую компанию, чтобы его приняли. Вот как у меня было в детстве. Я курить начал раньше, чем говорить, по одной простой причине. Я очень хотел взрослым ребятам. Хотел, чтобы меня приняли в их дружный подростковый коллектив, а я еще мелкий был. Вот у детей, у которых другие отношения в семье, не хотят этого. Они настолько спокойно относятся ко всему. И когда я уже работал в школе, я таких детей, конечно, встречал, которым что хочешь предложи. Они так посмотрят, скажут: а что это за дерьмо такое? Я не знаю. Я родителей спрошу. Но для этого надо ребенка так воспитывать. Это первое. Мариса все время какие движения руками делает, меня это пугает. Не реагируйте, это гипноз. Не могу не реагировать, Мария. Вот. Это первое, значит, потому что гораздо проще, кажется, родителям просто запереть дверь на ключ и спать спокойно. Тогда дети будут отрываться в другом возрасте, когда как бы им уже там в институт идти, в университет поступать. Это гораздо хуже. Лучше, чтобы это было в 13-14, чтобы они быстро переболели. А там это уже может затянуться. Далее. Наказание, по моей методике, по моим 6 правилам, выглядит вообще другим образом. Вот как я и сказал папе этой дочке, что вы садитесь с дочкой и говорите: мы оба понимаем, что это плохо. Он говорит: да, мы понимаем, что это плохо. Давай поговорим о том, что будет, если ты это еще раз сделаешь. И тогда мы договариваемся о том, что если еще раз повторится, а это покажет анализ, то ребенок там
добровольно договорившись с вами, лишается там этих телефонов, прогулок и так дальше. Она хотя бы, ну, там, скажем, на неделю или на 3 дня, она хотя бы знает, на что она идет. У нее цена вопроса сразу возникает серьезная. А когда вы становитесь как бы детям врагами, то, конечно, как правильно сказала девушка, которая только что звонила, ну, будет искать друзей среди наркоманов. Родители же не друзья, родители же враги. Они же только наказывать умеют и орать. Поэтому давай я лучше вот этим, которые как раз они меня понимают, они меня еще и угощают. Ну, как-то так. Не хотел бы превращать у нас сегодня весь разговор в одну и ту же тему. Теперь машите рукой по делу, Мария. Так, я хотела зачитать сообщение, но Вот. давайте звонок. Вы так много говорили, надо разбавить звонком. Добрый вечер. Алло, Здравствуйте. добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Меня зовут Филипп. Вы знаете, такой вопрос у меня. У нас вообще 3 детей. Старшая девочка 22, мальчик 15. И вот у нас последний ребенок, ему 4 года. И он, вы знаете, все дети нормальные, девочка в театральном учится, все закончили, ну, как бы и учатся в школе хорошо, все. А последний вот этот, ну, это ужас какой-то просто. Он ходил в садик на полгода. Сейчас мы не водим, потому что у них там компашка подобралась 4-леток. Федя там такие, знаете, даже прям уже по именам. Разбойники. И он, значит, мат-перемат, дерется, хотя очень смышленый такой, мы с ним выучили сами алфавит, я с ним Простите, выучил, по слогам пожалуйста, уже читает. я немножко не Вот. поняла, это ваш сын или нет? Потому что вы говорите... Мой, все ваш. мои дети, Все, все я трое, поняла. да. Я просто думала, вышел может, последний, чужие он в просто саду, как да. будто мы уже смеемся, что тебя нам подкинули, ну, где-то в роддоме, подбросили. Ну, у нас все нормально, это просто какой-то разбойник. Вот что с ним делать, скажите? Ну, ужас. Считать, что это в 4 года, это должно пройти уже к 5 годам, потому что кроме того, что у него есть свои какие-то личностные особенности, в 4 года обостряется кризис, когда ребенок, начиная с 3 лет, отделяет себя от родителей. Он на все говорит нет, со всеми спорит, конфликтует, орет, не соглашается. Это возрастная такая история. И давайте надеяться, что она в течение года у нее пройдет. Вот если не пройдет, тогда сходите к детскому психологу, поговорите, насколько это проблематично. К вопросу о том, все нормально, один ненормальный, был же великий фильм, я не знаю, Мария, видели ли вы его? Какой же? «Благослови детей и зверей». Так. Знаете? Господи. Был такой... Как я выросла без вас, не могу понять. Ну-ну. Был такой великий режиссер Стэнли Кубрик. Да, есть. Много чего интересного сделал. Вот ему принадлежит фильм с очень странным названием «Этот безумный мир». Да. Ура! Он сделал великий фильм, называется «Благослови детей и зверей». Как дети, ну типа нашего пионерлагеря, значит, там, я его смотрел 40 лет назад, могу что-то путать. Они поехали в этот самый лагерь. И там все нормальные, как в этом звонке, спортом занимаются, едят хорошо. И, значит, одна палатка, один писается, другой заикается, третий сутулый, 4 еле разговаривает, 5 в очках ни хрена не видит, они все такие какие-то недоделанные. Но по фильму они оказываются героями, в отличие от всех остальных. И вот как они ведут, я не буду рассказывать, конечно, содержание фильма. Это великий фильм. И с грустным достаточно концом. Посмотрите, поймете. Ну что, меня зовут Александра, пишет наш слушатель. Нашему сыну 4,5, дочери почти 2. Сын обижает дочь, и мы его, естественно, ругаем. Это происходит довольно часто. Как быть? Он, естественно, начинает реветь, врать, что это не он. Но я уже говорил, один из самых действенных методов решения проблемы — это так, хватит орать, сейчас оба останетесь без ужина, например. И они уже любят друг друга без памяти, брат с сестрой. Вот. Но так не надо слишком много этого делать. А с ребенком надо, ну, как сказать, это очень тонкий вопрос, потому что это ревность, конечно же. Причина его такого поведения, он ревнует. Поэтому здесь нельзя то, что мы привыкли, ты большой, ты взрослый, уступи, она маленькая. Это просто провоцирует ненависть у старших младших. Вот. Поэтому, ну, кроме общего наказания, в котором младший не виноват, кстати, вот, какие-то вещи, где, там, может быть, ему поручить что-то по поводу сестры сделать, но поддержать его почин, а не навязать ему сестру, как будто он бэбиситер. Очень интересно, Мария, что сегодня было очень много мужских звонков. Давайте почитаем, может быть, что-нибудь.
Так, Илья, 24 года, наугад. Хотел спросить про отцовство. У меня уже на подходе дочки, а я боюсь быть слишком мягким из-за того, что у меня отец был очень, как бы сказать, дотошный. Все контролировал, но при этом многое покупал. И от этого поведения меня сильно воротит. Ну, потому что нет вопроса никакого. Как быть не слишком мягким? Вот так А вот, зачем? Илья. А зачем, правда? Вопрос о том, какие родители бывают. Ну, какие люди есть, такие они ведут себя как родители, как мы себя ведем на работе, я не знаю. Так мы себя ведем. Мы как бы себя транслируем. Такое ощущение, что с появлением ребенка люди должны как-то специально вести себя специальным образом. Вот, например, многие люди, которые выступают на сцене, они типа вот такие, а в жизни они другие. Не надо так себя вести, это на шизофрению похоже уже. Вот, доктор, боюсь сказать, но вас поправляют, что это не Стэнли Кубрик, а Стэнли Крамер. Ну, да ладно. Я сейчас же прямо иду смотреть. Простите, люди добрые, это был Крамер, был неправ. До вторника.